Что будет, если доллар рухнет? Это просто страшилка или реальная угроза? Как это скажется на экономике, ценах и ваших сбережениях? Сегодня мы разберем все аспекты этого сценария и дадим рекомендации, которые помогут защитить ваши финансы в условиях глобальной нестабильности. Доллар десятилетиями был основной резервной валютой мира, но сегодня его позиции ослабевают. Причин несколько. Стремительный рост госдолга США, бесконтрольная эмиссия денег, рост инфляции и геополитическая нестабильность. Каждый год США выпускают триллионы долларов в виде новых долговых обязательств, что увеличивает нагрузку на экономику. В долгосрочной перспективе это ведет к снижению доверия к американской валюте. Ряд стран уже начали сокращать долю доллара в своих резервах. Китай, Россия, Бразилия и другие государства развивают альтернативные системы расчетов. Если эта тенденция продолжится, глобальный спрос на доллар снизится, а с ним и его ценность. Обвал доллара вызовет мощную волну экономических потрясений. В первую очередь, цены на импортные товары резко вырастут, так как доллар перестанет быть стабильной валютой. Фондовые рынки рухнут, инвесторы начнут массово продавать активы, связанные с долларом. Вкладчики побегут в банки, пытаясь спасти свои деньги, что вызовет финансовую нестабильность. Мировая экономика сильно зависит от доллара, поэтому его падение вызовет эффект домино, затронув все сферы жизни. Для обычных людей последствия могут быть катастрофическими. Покупательная способность снизится, цены на продукты, топливо и бытовые товары вырастут. Зарплаты в номинальном выражении останутся прежними, но фактически люди смогут позволить себе меньше. Пенсии и социальные выплаты обесценятся, что ударит по самым уязвимым слоям населения. Проценты по кредитам и ипотеке могут вырасти, делая займы неподъемными. Таким образом, уровень жизни миллионов людей может существенно ухудшиться. Финансовые рынки отреагируют мгновенно. Крупнейшие индексы, такие как S&P 500, NASDAQ и Dow Jones, могут потерять десятки процентов своей стоимости за считанные дни. Банковская система окажется под ударом, ведь большая часть ее активов номинирована в долларах. Инвесторы начнут массово выводить капиталы, вкладывая их в альтернативные активы. Это создаст колоссальную турбулентность на мировых рынках. Во время кризисов инвесторы ищут надежные активы. Золото исторически считалось главным инструментом сохранения капитала. Его стоимость может резко вырасти на фоне падения доллара. Криптовалюты, такие как биткоин, рассматриваются как альтернатива традиционным деньгам. Однако высокая волатильность делает их рискованным инструментом для сохранения капитала. Некоторые инвесторы предпочитают вкладываться в недвижимость и товарные активы, например, нефть или драгоценные металлы. Экономическая нестабильность ударит по компаниям. Малый бизнес пострадает в первую очередь, так как кредиты подорожают, а спрос снизится. Крупные корпорации начнут массовые сокращения, чтобы сохранить рентабельность. Это приведет к росту безработицы и уменьшению потребительских расходов. Если кризис затянется, начнется волна банкротств и экономическая рецессия. Как подготовиться к возможному обвалу доллара? Диверсифицируйте активы. Держите средства в разных валютах – золоте, криптовалютах, недвижимости. Создайте резервный фонд, минимум 6-12 месяцев расходов должны быть в ликвидных активах. Снизьте долговую нагрузку. Кризисы делают кредиты неподъемными. Обучайтесь и осваивайте новые навыки. Нестабильность создает новые возможности для заработка. Следите за мировыми тенденциями. Кризис всегда приходит неожиданно, но подготовиться к нему можно заранее. Обвал доллара – это не миф, а возможный сценарий будущего. Важно быть готовым к любым экономическим потрясениям и заранее защитить себя и свою семью. Как ты относишься к этому сценарию? Какие у тебя стратегии финансовой защиты?
Пиши в комментариях и подписывайся на канал, чтобы быть в курсе самых важных экономических событий.